Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить домашний бекон в духовке. Хорошо промаринованное мясо запекается при низких температурах и благодаря этому получается очень вкусным, сочным и ничуть не уступает готовым продуктам, купленным в магазине. Настоящий бекон на своей кухне без особых усилий и без коптильни. Итак, мне понадобится 1 кг грудинки, 20 граммов обычной соли, 10 граммов нитритной соли, 10 граммов сахара, 5 граммов смеси перцев, 5 граммов сладкой паприки, 5 граммов копченой паприки, 3 грамма кориандра, 3 грамма сушеного чеснока и 3 грамма молотого лаврового листа. У меня вот такой кусочек грудинки, она довольно мясная и она уже без шкуры. Ее нужно промыть и просушить бумажными полотенцами. Я это уже сделала. Теперь остановлюсь на специях. Здесь у меня нитритная соль. Ее нужно брать из расчета 10 граммов на 1 килограмм мяса. Столько же берется и сахара. Обычной поваренной или каменной соли берется 20 граммов на 1 килограмм мяса. Что касается остальных специй, то это дело вкуса. Я добавляю копченую паприку для того, чтобы у готового продукта был легкий копченый аромат. Вместо сушеного чеснока можно взять пару зубчиков свежего. Соединяю все специи и хорошенько натираю ими грудинку. Мясо должно полежать в специях от 5 до 7 дней в зависимости от размера кусочка. Заворачиваю будущий бекон в пищевую пленку в несколько слоев. И чтобы потом не забыть дату приготовления, прямо на пленке маркером напишу число. У меня кусочек небольшой, поэтому я оставляю его мариноваться в холодильнике на 5 суток. При этом каждый день я просто переворачиваю кусочек мяса на другую сторону, чтобы все специи равномерно проникали внутрь кусочка. Это самый долгий этап, нужно просто ждать. Если вы хотите более быстрый вариант приготовления, то у меня на канале есть рецепт грудинки, запеченной традиционным способом, но не менее вкусным. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Прошло 5 дней. Разворачиваю мясо и смываю все специи. Долго ничего промывать не нужно, у нас не стоит задача вымочить мясо. Мы просто смываем специи, которые отдали весь свой аромат мясу. Затем хорошо просушиваем бумажными полотенцами. Кладу кусочек на решетку и дам ему немного прогреться после холодильника минут 30-40. Запекать бекон я буду на этой же решетке, чтобы кусочек равномерно готовился со всех сторон. У меня на канале есть рецепт домашней ветчины, которую я также готовлю в духовке при низких температурах. Она очень сочная и вкусная. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Ставлю бекон в духовку, включаю верхний и нижний нагрев с конвекцией и выставляю температуру 90 градусов. Если у вас нет такого режима, то ставьте верхний и нижний нагрев и температуру 100 градусов. Оставляем бекон в духовке на 2,5-3 часа. Все зависит от размера кусочка. А если у вас есть термометр-щуп, то вы можете вставить его в середину кусочка, и если температура достигла 70-72 градуса, то ваш бекон готов. Даю мясу полностью остыть и убираю в холодильник хотя бы на 2 часа. После чего можно пробовать. А вот и момент истины. Вот такой бекон получился, сочный, нежный, ароматный и вкусный. Попробуйте его приготовить, вам понравится.